Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города Днепр, бывший Днепропетровск. Поговорим с вами, конечно же, исключительно опираясь на статистические данные о процессах, которые я наблюдал длиною в 1 месяц, то есть будем говорить о колебательных процессах, это краткосрочные процессы, ну и о длительных тенденциях, это также процессы, которые я наблюдал длиною в 1 год. И попробуем вместе с вами разобраться, что же произошло с рынком жилой недвижимости в городе Днепр. В конце видео подведем итоги, я сделаю краткосрочный прогноз, что будет с недвижимостью до конца первого квартала 2026 года. И, конечно же, друзья, по вашим просьбам делал такой опрос, даже это не совсем опрос, просто собрал все то, что мне вопросы задавали люди, и отвечу на эти вопросы, почему в прифронтовых городах дорожает недвижимость. И дам вам пищу для размышления, насколько вот эти подорожания, которые я тоже фиксирую, статистику, не обмануть, если правильно с ней работать, а с чем это связано и насколько в следующем году мы можем видеть ту же самую тенденцию по повышению стоимости квадратного метра. В общем, посмотрите, досмотрите до конца, я думаю, что будет интересно. Поговорим в конце о, так сказать, человеческом или людском капитале. Собственно говоря, люди живут в недвижимости, в квартирах, да, которая называется недвижимость. И, наверное, вам станет все ясно. Ну, я надеюсь. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр. Попробуем разобраться, что происходило на рынке жилой недвижимости города Днепр. Благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Перед вами карта Донецко-Приднепровского региона, куда входило до войны 4 крупных областных города-центра. Сегодня мы говорим о городе Днепр, и основные показатели хочу озвучить, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец ноября 2025 года. Вот эта легенда карты является, так сказать, показателем этих сводных данных. Итак, население 966 тысяч. Почти город-миллионник был до войны, напомню вам, это официальная статистика. Сейчас я предполагаю, так как все-таки это прифронтовой город, что население где-то порядка 700 тысяч возможно. Ну, напишите мне, кто в Днепре живет. Кстати, у меня там много достаточно друзей и риэлторов в том числе. Всем привет передаю. Напишите, сколько по вашим вот ощущениям люди в транспорте, люди на улице. Это ж видно, машины. Больше или меньше стало людей. Я могу констатировать факт, что в городе Киеве стало людей жить больше, чем до войны. Ну, понятно, что люди бегут в более безопасные, как им кажется, города, поэтому город Киев переполнен приезжими. Расскажите, что происходит в Днепре, будет интересно. Дальше, друзья, количество предложений на рынке жилой недвижимости – это первичный и вторичный рынок. 41 тысяча, 10 объектов жилой недвижимости, то есть квартир, было выставлено на продажу в ноябре месяце, что на 2,4% больше, чем было в октябре месяце. То есть, ну, не перестану констатировать факт, что желающих продать недвижимость больше, чем желающих эту недвижимость купить. Переходим к стоимостным показателям. Социальное жилье – это вторичный рынок, стоимость, средняя стоимость квадратного метра. Буду говорить только в процентном соотношении. Стоимость квадратного метра в долларах вы можете сами прочитать. Итак, социальное жилье, вторичный рынок. С какого-то перепуга город Днепр, подумайте, вот посмотрите карта. Днепр, Запорожье, ну вот это Васильевка, Пологи, то есть вот линия фронта, если вот так, вот здесь мы видели, да, вот эта граница Украины, то теперь эта граница вот проходит вот где-то вот так, под самой Запорожье. Энергодар уже не принадлежит МВД.
факты о Украине, ну и так далее. Токмак, Васильевка, Пологи. То есть это реально от Днепра до Запорожья, вот у нас офис был в городе Запорожье, я доезжал, но я не знаю, там сколько, 70 километров, может чуть больше. То есть я на машине доезжал, но очень быстро. Там хорошая прямая трасса. Поэтому, безусловно, это прифронтовой город. Из какого-то перепуга стоимость квадратного метра, ну люди с ума сошли. Ну, люди, я имею в виду продавцы, это же продавцы продают свою недвижимость по завышенной стоимости, то есть на что они надеются, я не знаю, или риэлторы им советуют. Кстати, недавно прошел, так сказать, у них ежегодичный проходят, я даже не знаю, как это назвать, форум или там еще какое-то, ну, в общем, собрание, да, не буду эпитеты применять. Так вот, этот форум был посвящен тому, что рынок недвижимости восстанавливается, друзья. Ну, это вот, знаете, безумные и слепые ведут глухих, да? Так и риэлторы. Поэтому, может быть, эта ситуация отражается на настроениях продавцов, хотя, ну, продавцы же должны понимать, и город Днепр, и повышение стоимости это к чему. Но я фиксирую факт повышения стоимости квадратного метра на 0,37% социальное жилье. Квартира эконом-комфорт бизнес-класс. Также, друзья, вторичный рынок, рост плюс 0,25%. Да, чуть не забыл, социальное жилье, аренда в целом выросла на 1,54%, то есть растет и аренда. Здесь, правда, мы сравниваем, видим, ну, это поквартально, это как это долгосрочная аренда, сравниваем второй квартал с третьим кварталом, то есть это июнь с сентябрем, ну, в целом с кварталом. Рост по аренде. Первичный рынок квартиры эконом-класс также выросли на 1%. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс снижение видим минус 0,09% за месяц. Ну и первичный рынок квартиры элитный класс также мы видим снижением минус 0,15%. Друзья, в очередной раз напоминаю вам, что я занимаюсь научными исследованиями. В своих исследованиях я применяю метод статистического анализа. Вы видите мои рассуждения, которые опираются на статистику, то есть стоимость квадратного метра, которую я сравниваю с предыдущим месяцем прошедшим, или же год с годом сравниваю, то есть текущий месяц этого года с прошедшим месяцем прошедшего уже года, да? Ну, то есть вроде как все понятно. Только так можно понять, что же происходит на рынке недвижимости. Также я применяю метод, друзья, классификации. Вот на примере, давайте я вам просто покажу, почему метод классификации должны применять все здравомыслящие аналитики. Ну, аналитик это, в принципе, от слова анализ там чего-то, да, то есть он анализирует. Если он не знает простых истин, то ну, его сложно назвать аналитиком. Я обычно таких людей называю анализатором. Но это неплохо, не хорошо. Смотрите, на примере вам покажу. Мы сейчас говорим о методе классификации. Первичный рынок, элитный класс. Город Днепр, 1301 доллар за квадратный метр. Это не сданное жилье еще. И вот первичный рынок квартиры эконом-класс 504 доллара за квадратный метр. Ну вот почувствуйте просто разницу. Если говорить в целом о рынке недвижимости и говорить по классам, то вы просто ну, прозреете, что ну, нельзя о рынке недвижимости говорить как о серой массе зданий, сооружений, которые построены из палок, кирпичей, там, железяк, еще чего-то. Итак, обобщенные данные, быстро прошлись по ним. Теперь декомпозированные данные – это такие более подробные данные. Социальное жилье, естественно, ноябрь месяц, период исследования всего лишь 1 месяц. Видим, что, друзья, карту города Днепра. И что бросается в глаза, что наибольше всего подорожала недвижимость у нас. Где смотрим? В Амур-Нижнеднепровском районе плюс 0,39% и Чечеловский район плюс 0,39%. Всего лишь за месяц. И меньше всего подорожала недвижимость, ну, традиционно, потому что здесь стоимость квадратного метра больше. Это центральный район. Видим, что плюс 0,16%. Переходим к следующему, друзья, слайду. Он появился благодаря вам. Почему я всегда говорю, друзья, пишите вопросы.
адекватным людям я не просто отвечаю, я готовлю материал под их вопросы. Сегодня на примере вот данного графика рисунка, и потом будем с вами вместе рассуждать, а может ли дорожать недвижимость. Это все вопросы, которые вы не задавали. Ну и, надеюсь, будете задавать. И я готовлю материал для того, чтобы вам было интересно слышать ответы на свои вопросы. Что же задавали мне мои подписчики, что, Андрей, произошло на протяжении 3 лет и там 9, там 10 месяцев уже, да, во время войны с недвижимостью города Днепра. Показываю вам март 2022 год. Напомню вам, что в феврале 2024, 24 февраля началась война. Ну, тут поквартально я делаю исследования. Класс социальное жилье – самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется на Украине или в Украине. Но не цепляйтесь за слова. Ой, как я люблю этих комментаторов, которые, блин, тук-тук, кто там, но вот Наина или вы, это для них любимая тема поговорить, да. Но меня смотрят, конечно же, умные люди, и давайте по существу будем говорить. $626 за квадратный метр. Начало войны, первый год войны, снижение было порядка там 9-10%, видите, да, можете сами посчитать. Вот эти маркеры или рэперные точки вы можете, ну там, кто как может, так и посчитайте. Второй год войны, 2024 год, стоимость квадратного метра не росла. С чем это было связано? Напомню вам, что вот этот массовый психоз, который мы наблюдаем, и который, кстати, очень хорошо работает в обществах, как любят говорить некие эксперты, карнавальных обществ, да, где только хлеба и зрелищ людям надо, где живут на эмоциях, ну, не включая логику, не включая, так сказать, критическое мышление, то я не с осуждением это говорю, друзья, я сам член такого общества, да, или вырос в таком обществе. Так вот, второй год войны, экономика разрушается, а рынок недвижимости, в общем-то, нам не показывает снижение стоимости квадратного метра. Ну, это, так сказать, продукт. Вот помните, я вам говорил, есть внешние факторы, которые влияют на состояние рынка. Это заявление правительства, какие-то там, война завтра закончится. Я, к примеру, привожу, это происходило в 2023-2024 году. Когда, нет, это 2023 год, я прошу прощения. 2022 год началась война, 2023 год, да, заговорился. И вот мы слышали, что война закончится, контрнаступление, пить кофе в Ялте будем. Ну и рынок недвижимости, так сказать, продавцы поставили на паузу. Почему? Потому что продавать во время войны, согласитесь, себе дороже называется, продаж дешевле. И третий год войны, 2024 год, снижение было значительно, порядка 15% по городу Днепр. Мы увидели, что, в общем-то, рынок недвижимости, так сказать, после этого относительного затишья в 2023 году, но если не обрушился, то он показал такую достаточно большую динамику снижения. Из какого-то перепуга, друзья, вот смотрим начало года 2025 года, а точнее здесь у нас какой месяц? 537, сейчас мы найдем эту дату. Не с января месяца, как в Харькове, не с января месяца, как с Одессы, а с 6 месяца, это июнь месяц, то есть это у нас второй квартал, мы стали наблюдать, как стоимость квадратного метра на вторичном рынке тоже с какого-то перепугу начала расти. Но, друзья, зафиксировали, да, это колебательный процесс длиной в полгода получается. Но если мы посмотрим, вот здесь внизу табличка, экселевская таблица, за вас все я посчитал, и Excel посчитал, это такая программа. Что же произошло с начала войны? Сравнивая март 2022 год с ноябрем 2025 года. Мы видим, стоимость квадратного метра подешевела на 12,62%. Если, друзья, сравнивать период, начиная с июня 2025 года по ноябрь 2025 года, то здесь мы увидим, что стоимость квадратного метра подорожала. Но видите, 530 и сейчас по факту 547. Поэтому, друзья, все зависит от базы сравнения. И именно риэлторы, в силу того, что они живут
Я говорю, о риэлторах не с точки зрения, вот, чтобы их потроллить, да, а с точки зрения, что риэлторы – это продавцы. Но вот спросите у любого продавца, который продает картошку, который продает, я не знаю, в магазине ножи там, или белье, он живет достаточно коротким периодом времени. Он в лучшем случае может вспомнить, что было по стоимости картошки в прошлом квартале. Ну, поверьте, это так работает. Люди функционально заточены ровно на те, так сказать, действия, которые они должны производить. Так вот, риэлторы, они продают. Не ихняя задача анализировать. И когда они на протяжении, ну вот в городе Днепр, видят 6 месяцев, что все растет, у них в голове вот это клиповое мышление, да, то есть сконцентрироваться может только ровно, что происходило с недвижимостью. В лучшем случае квартала, кто-то не помнит, что и месяц назад происходило. Так вот, у них сейчас эйфория. Рынок недвижимости восстанавливается, так как стоимость квадратного метра растет. Ну, друзья, полный бред, кстати. Я, еще раз повторюсь, знаю много риэлторов, которые не говорят такой херни. То есть они давно работают и не говорят, потому что они, ну, наверное, умные, наверное, умеют анализировать. А вот эти, не пойми, шо, рынок недвижимости Украины восстанавливается. Ну, честное слово, у меня такое впечатление, что общество не просто перестало адекватно относиться к окружающей обстановке, перестало думать давно уже, да, и живет вот это как она. Дали морковку, пожевали, вроде все хорошо. Нет морковки, вроде все плохо. То есть насколько критического мышления у людей в априори отсутствует. Но это я так, по старости уже ругаюсь, извините, друзья. Меня смотрят-то умные люди. Закончили данные рассуждения о стоимости квадратного метра или как снижалась стоимость квадратного метра за время войны. Дальше говорим о том, что произошло. Ну, это колебательные процессы, опять эконом, комфорт, бизнес-класс. Это также, напомню вам, вторичный рынок. Плюс за месяц 0,25%. Можете посмотреть по административным районам, как, в общем-то, сильно различается стоимость квадратного метра в долларах. Ну и, конечно же, в данном случае рост в процентном отношении. Следующий слайд – это уже первичный рынок, квартиры эконом-класса, также рост на 1% за месяц. И тоже можете посмотреть в долларах стоимость квадратного метра. Напомню вам, первичный рынок – это квартиры, не сданные в эксплуатацию. Ну и в данном случае рост в процентном соотношении также за месяц. А следующий слайд – первичный рынок, комфорт, бизнес-класс квартиры. Здесь мы видим снижение, минус 0,09%. Можете посмотреть, сколько стоит квадратный метр в абсолютных цифрах по административным районам. Ну и, конечно же, снижение в процентном соотношении. Также по административным районам города Днепр. Следующий слайд – это первичный рынок. Квартиры элитного класса, строят их только эти квартиры, данные характеристики квартиры вы можете посмотреть. Ну, классификатор на сайте компании Olymp Consulting, Olymp, ну, можете посмотреть, Olymp.net.ua. Видим, что осталось всего лишь Шевченковский, центральная часть, Соборная, это центральный район, и центральный район, это в априори центральный район. Квартиры элитного класса строятся только в этих 3 административных районах. Стоимость их тоже отличается от локации. И в данном случае снижение в процентном соотношении. Можете все это тоже прочитать. Друзья, следующий слайд – это традиционный слайд. Что произошло с недвижимостью в течение 1 года, класс социальное жилье. Смотрите. Период сравнения у нас ноябрь 2024 год, $542 за квадратный метр и $547 за квадратный метр. Друзья, что ноябрь 2025 года, что показало нам за год рост плюс 0,92%. Ну, держитесь за стул, кто сидит. В городе Днепр, прифронтовой город, но видим почти 1% за год стоимость выросла. Немного рекламы, друзья, или саморекламы. На протяжении многих лет я и компания Olymp Consulting готовим
индексы для крупных украинских системных национальных банков, так и для иностранных банков, которые работают на территории Украины. И вот о индексах. Смотрите, индекс стоимости жилой недвижимости, вторичный рынок, мы сейчас говорим об этом графике рисунке, единичка, положительный, запятая 0,09. Ну, во-первых, что такое индекс? Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменения стоимости во времени. Показываю на примере. Это можно посчитать легко, если у вас есть статистические данные. 547 делим на 542, получаем рост плюс 0,92% или же положительный индекс, единичка, запятая 0,09. Друзья, я знаю, что меня смотрит фокус-группа людей, которые работают в финансовых учреждениях Украины, и не только, кстати, мы для иностранных банков делаем исследования. Так вот, это фокус-группа людей, как правило, специалисты, это риск-менеджмент, управление по риск-менеджменту, ну, в разных банках по-разному называется. И эти специалисты по крупицам собирают информацию, что происходит с недвижимостью, почему они это делают. Потому что они очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени под какую-то недвижимость. На примере, допустим, того или иного финансового учреждения выдавались финансовые средства банка, и недвижимость стоила какие-то, ну, стоимость квадратного метра была одна год назад, а потом она изменяется во времени. Поэтому я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости, всей недвижимости, друзья. Я вам здесь пример привожу только социальное жилье, вторичный рынок. И вот наша с вами синергия поможет вам в ваших бизнес-процессах, а мне и компания Limpo Consulting поможет дальше развиваться. Потому что понятно, что я зарабатываю себе на жизнь не сидя на паперте, там, помогите, чем могите, а выполняя серьезные научные исследования для серьезных финансовых учреждений. И, в общем-то, чем больше клиентов, тем, естественно, я свободней и увереннее себя чувствую, и это позволяет дальше мне заниматься наукой. Итак, друзья, это была реклама, извините. Запомнили, что на 1% рост в годовом измерении. Переходим к следующему слайду. Здесь я хочу вам показать, что происходит на рынке жилой недвижимости. Это график, рисунок остался тот же. Класс социальное жилье, 1% роста. И видим, что внизу экселевские данные. Здесь мы сравнивали сентябрь 2025 года с сентябрем 2024 года. Это аренда 1-, 2-, 3-, 4-комнатных квартир в городе Днепре. Красная строка, давайте смотреть только по результатам. Так вот, по результатам исследования год, сентябрь 2025 с сентябрем 2024, мы увидели, что аренда растет, друзья, на 1,64% за год. То есть это, в общем-то, положительная динамика. И за ней подтягивается, что, друзья, видим по предложениям, квартиры выставлены для продажи, подтягивается стоимость квадратного метра. Как только аренда начнет показывать там отрицательную динамику, то в период времени лаг квартал. Вот здесь мы увидим по предложениям также, друзья, отрицательную динамику. Ну, поверьте, я этим занимаюсь больше, наверное, уже 10 лет. Да больше, больше, наверное, около 20 лет занимаюсь именно исследованиями рынков. И я могу вам напомнить, что наука исследует повторяющиеся явления во времени. Уникальные явления не исследуются. Так вот, я уже знаю, что как только начинает аренда падать, снижается стоимость аренды, то ждите, друзья, что и стоимость квадратного метра по предложениям квартиры, выставленные для продажи, также будет показывать отрицательную динамику. То есть это те, ну, я когда-то в своих видео, и, кстати, надо будет записать, рассказывал, в принципе, что такое цикличность рынка, что такое стадии. И вот стадия рынка недвижимости – это когда из положительной динамики стоимость квадратного метра или стоимость аренды переходит в отрицательную динамику.
И этот период времени фиксируется и называется стадия, допустим, там, снижения или интенсивного снижения. Так это может быть и стадия роста или там интенсивного роста. Ну, это, в общем, так, классика. У меня есть, кстати, видео об этом. Посмотрите, очень интересно для того, чтобы понимать вообще, как бы, что происходит с рынком в целом. Итак, друзья, переходим к следующему слайду. Прежде чем мы начнем прогнозировать с вами, хочу показать вам занимательную такую статистику. Эта статистика не моя, служба статистики, это такое учреждение в Украине, дает данную информацию. Ну, не в таком варианте, я просто скомпилировал данные и сравниваю довоенный год 2021 с 2024 годом. Это полный год, который прошел уже в период войны. Снижение на первичном рынке количества сданного в эксплуатацию жилья снизилось на 33%, округлив в большую сторону. Теперь смотрим, друзья, Донецко-Приднепровский регион. Что здесь у нас? Ужас ужасный, кошмар кошмарный. Ну, по-другому я не могу сказать. Помните, в Донецко-Приднепровский регион это Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская область. Понятно, Луганская, Донецкая область, тут ничего не строится. Вот это КС – это конфиденциальная информация для служебного использования. Запорожская область тоже КС. Понятно, что там 16% осталось, чуть меньше уже от Запорожской области, где, что называется, факты под контролем Украины. А вот Днепропетровская область еще показывает какие-то квартиры сдаются, но снижение на 45%, сравнивая, так сказать, 2024 год с 2021 годом. Друзья, я боюсь, что вот через год и Днепропетровская область нам будет показывать такую же аббревиатуру КС. Это информация для служебного использования. По-простому там ничего не будет строиться. Давайте посмотрим, что произошло в Днепропетровской области в 2025 году, первого полугодия. Видим вот здесь 1073 квартиры сдано в целом по Днепропетровской области. До войны город Днепропетровск был почти миллионник. Запомните, 1073. Переходим к показателям, которые были за год. То есть получается, что где-то вот 1073 плюс 1073 получим как раз 1140. Да? То есть, скорее всего, ну, так нельзя, это называется экстраполяция, причем линейная, но предположим, что именно столько же будет сдано в эксплуатацию, то есть в Днепропетровской области будет то же самое количество в 2025 году сданного в эксплуатацию жилья. Но я почему-то уверен, что это будет меньше 2000, друзья. Вот не знаю, почему я уверен, потому что знаю, что во время войны в прифронтовых городах только безумец может строить. Скорее всего, достраивали жилищные комплексы, те, которые были заложены до начала войны, и их просто сдали в эксплуатацию. Ну, кто смог, у кого были ресурсы, ну, финансовые, естественно, были деньги, те застройщики, возможно, сдали. А все остальное, друзья, под большим вопросом. Итак, это макроэкономический показатель, который характеризует, что рынок первичный. Также, друзья, что встает на паузу. Теперь давайте мы к интересному слайду очень быстро по нему пройдемся. Здесь мы поговорим о людском ресурсе, человеческий, людской ресурс, как угодно можете говорить. То есть самое ценное, что есть в этой жизни, это люди. Благодаря людям мы видим, как растут города или города разрушаются, и на Луне нет ни коррупции, так сказать, ни людей, нет ни коррупции только потому, что нет людей. То есть основа любой жизни – это человек. Ну, понятно, очевидные вещи. Теперь давайте посмотрим, что произошло с населением Украины, и потом перейдем к трем версиям, которые мне, так сказать, это не версии, это предположения, гипотезы, которые озвучили мне мои подписчики. Почему стоимость квадратного метра растет в прифронтовых городах? Первая версия, ну просто озвучу сначала, а потом разберемся, декомпозируем или разложим по полочкам. Первое предположение, потому что люди, много погибших, семьи получают
гробовые 15 миллионов за потерю кормильца. И эти деньги идут на рынок недвижимости, якобы разогревают его. Скажу свое мнение по этому. Второе предположение, что ТЦКшники и полицейские, в простонародье просто называют их полицаями, тоже неплохо зарабатывают во время войны. И, ну, вы знаете, как они зарабатывают. Не буду повторяться, это не моя тема абсолютно. И являются потенциальными покупателями и разогревают также рынок недвижимости. Я тоже потом подробно объясню, что это, наверное, не так. Ну и третья версия, что супер потужное государство Украина делает все для того, чтобы люди, которые потеряли свое жилье, почти бесплатно получили новое жилье по программе ЕОСЕЛЯ. Ну, это такая государственная программа. Я тоже считаю, что это, как знаете, есть у нас министерство с дезинформацией, которая борется. Так вот, у меня такое впечатление, все, что появляется на голубом глазу в экранах, так сказать, телевизора, это все сплошная дезинформация. Ну, разберемся. Может быть, я ошибаюсь. Но цифры-то это не мои, вот абсолютно цифры, которые я сейчас вам озвучу. Ну, человек, который в 10 классе или даже в 7, который умеет считать, он может как бы ну, вот свести, да, и понять, а что же происходит в Украине. Так вот, давайте начнем с того, что внизу такая табличка, статистика, службы статистики. И здесь с 1990 года население Украины. Напомню, что в 1991 году, ну, есть такие люди, которые вообще не, ну, я вам говорил, что они не помнят, что было квартал назад, а уже что в 90-91 году было, то это для них вообще, так сказать, темный лес. Итак, население Украины было, напомню, почему 91 год Украина приобрела самостоятельность, стала независимым государством. Проживало 51 миллион 944 тысячи, то есть 52 миллиона рублей в целом. Еще несколько лет мы видели прирост демографический, то есть людей рождалось и приезжало в Украину больше, и количество населения увеличилось. В 2022 году, первый квартал, население сократилось до 41 миллиона 167 тысяч. То есть за 30 лет, так сказать, успешного царствования неких президентов, неких, так сказать, людей, которые говорят, а мы ж эти самые государственные мужи, мы что-то руководим. То есть доруководили, что видим депопуляция украинцев на 10 миллионов произошла. Ну, посчитать сами сможете, не буду. Дальше, друзья, переходим к верхней части данной таблицы, слайда. Официальные данные, которые публикуются на сайте ООН, видите, да, Организация Объединенных Наций, почему-то они на русском языке это. Ну, там есть версии, то есть они же как бы адекватные люди, то есть на английском можешь почитать, на русском, на украинском, на каком угодно можешь почитать. А наши вот эти товарищи яйцеголовые решили, что ну, русский язык – это язык агрессора, им плевать, что половина людей говорят на русском языке, ну, в общем, запретили русский язык. Поэтому у меня предложение очередное тем товарищам, которые мне пишут, напишите, там есть, кстати, для связи, как она называется, ну, можете отправить им все пожелания, почему они на русском языке публикуют статистику, да. И еще насылать им, как вы любите, этих самых русских матов почему-то. Так вот, смотрите, количество людей, которые покинули Украину и переселились в Евросоюз, это 7 миллионов 678 тысяч, из них 4 миллиона 805 тысяч получили статус временной защиты. То есть зафиксировали 7 миллионов 678 тысяч. Дальше, друзья, смотрим. В Россию уехало 1 миллион 968 украинцев, но Российская Федерация говорит, что это 5 миллионов. Я склонен верить, что это 5 миллионов. И вот здесь посередине у нас такая, знаете, как в школе дети считают, учитель или учительница пишет мелом, и все дружно давайте проговаривать эти цифры. Ни в коем случае не хочу вас обидеть, просто мне легче так доносить эту информацию. 7 миллионов 678
тысяч населения Украины, уехавшее в Евросоюз, прибавляем 5 миллионов, уехавшие в Россию, получаем 12 миллионов 678 тысяч. Ну, так себе, да, помним, что уже минус 10 миллионов за почти 30 лет самостоятельной Украины, там, депопуляция. Дальше, 500 тысяч, это, друзья, цифры, которые, ну, можете посмотреть без труда, и политики говорят, хотя политики у нас такие, что они вам расскажут все, что угодно. Но я склонен этому верить. 5,5 миллиона – это людей, которые безвозвратно ушедшие, да, то есть погибшие на фронте. Хотя говорят, что русских погибло уже миллион, ну, значит, я так думаю, что, ну, не бывает так, чтобы их погибло больше, а украинцев погибло меньше. Почему? Потому что у них и вооружение лучше, и да все лучше, и чего там говорить. И поэтому фронт и приближается медленно, но уверенно куда? К центральной части Украины. Но я возьму за основу 500 тысяч погибших людей, так сказать, на фронте. Итого получаем 13 миллионов 178 тысяч. Друзья, простая, занимательная, так сказать, математика. Да? 41 миллион вот здесь видим, тот, который был до войны, 167 тысяч. Отнимаем 13 миллионов 178 тысяч и получаем, это такие очень поверхностные, так сказать, ну, чтобы вы хоть понимали, ориентировались в порядках цифр. Это 27 миллионов 988 тысяч, то есть это почти 28 миллионов. То есть население сократилось в Украине до 28 миллионов. А я на самом деле думаю, что еще пару миллионов можно смело отсюда убирать. Ну, берем те данные, которые появились, и, в принципе, с ними тоже можно работать. И вот теперь мы переходим к первой версии. А может ли количество людей, которые семей получают гробовые, разогреть на рынке недвижимости, так сказать, вот этот спрос? Вот смотрите, 27 миллионов, 28 округляем в большую сторону, и всего лишь 500 тысяч, хотя нельзя так говорить, это огромное количество людей, которые никогда ничего уже ни для семей, ни для Украины не сделают. Так вот, это ничтожно малое число, и если даже, предположим, им по 15 миллионов выдает государство, а я уверен, что оно не выдает эти деньги, или выдает там частями, как говорят, ну, то есть вот всегда говорят одно, а в итоге брешут, да? То есть это не те цифры, которые могли бы в целом разогреть рынок недвижимости. Это мое предположение, и я сопоставил просто вам цифры, да? Следующее предположение моих подписчиков, которые говорили, что полицаи хорошо зарабатывают на войне и разогревают рынок недвижимости, потому что куда им девать доллары? Ну, понятно, что в недвижимость нести. Смотрите, официальная статистика. 150 тысяч – это полицейские, и 50 тысяч – это вот эти ТЦКшники. Всего это 200 тысяч полицаев. Здесь, видим, не может, так сказать, 500 тысяч людей, безвозвратно ушедших из этой жизни, да, разогреть рынок недвижимости, где по 15 миллионов якобы государство дает, то, ну, о чем говорить, что 200 тысяч мародеров, полицаев, даже если они неплохо зарабатывают, разогревают рынок недвижимости в целом. Нет, ну, может быть, локально в каких-то небольших городах это и работает. Ну, на примере там военком Борисов, ну, про него книжки, наверное, уже скоро будут писать. Ну, это одесский военком, по-моему, одесский, да, может, фамилия неправильная. Так он за несколько лет сколотил миллионное состояние. Но не все же ЦЦКшники. Там кто-то по мелочи тырит, да, кто-то чуть больше, военкомы побольше, конечно. Но в целом они повлиять на рынок недвижимости не могут. Ну, напишите свои соображения по этому поводу. Я постарался ответить на ваши вопросы. И сейчас перейдем к третьему предположению моих зрителей. Может ли программа Селя разогреть рынок недвижимости? Вот смотрите, опять же, скриншот вам сделал, буквально свежие данные. Это у нас коммерсант. Тут русских Путина ругает, да. Ну, можете почитать. Итак, что мы здесь видим? Я вот специально для вас пометил. За все время действия программы ею воспользовались. Все время действия программы, напомню вам, это с начала войны, с 24 февраля 2022 года. Ну, тут всякое бла-бла-бла, педагоги, медики, ветераны, ученые, это, ну,
И подытоживают, из приобретенного по оселе жилья всего лишь 10,5 тысяч объектов вторичного рынка получено было людьми, да, также, ну, 5 тысяч я округляю, жилье, так называемая первая продажа, хотя вот эти так называемые, но это сданное в эксплуатацию первичное жилье. И 1000 объектов на этапе строительства. Ну, здесь не вариант, что не достроится, но по факту мы имеем где-то, округлим больше в сторону, 16 тысяч квартир, друзья. Население. Помните, 28 миллионов осталось еще в Украине. И 16 тысяч квартир, это не за месяц, друзья, не за квартал, я не ошибся. Это за все время существования данной программы. Но это ни о чем, знаете, это как капля в море влияет на то, что море соленое или пресное, или там еще чего-то придумывать. То есть это ни о чем. Хотя у риэлтора, я знаю, щеки дуют, блин, рассказывают, как не посмотришь марафон, то там по этот оселя прям куда-то. Все получили жилье. Ну, наверное, зададите мне вопрос, это тоже служба статистики, вот этот график, что, ну, Андрей, нельзя так сравнивать, 28 миллионов это же дети, старики там и всякое разное. Согласен с вами, есть такая дефиниция, как экономическое активное население, европейское слово рабочая сила. Я, ну, не шучу, да, ну, европейское слово рабочая сила, нормально, чего. Люди что должны быть? Рабочей силой или ресурсом на фронте. Это абсолютно нормальная дефиниция. Только почему-то эти люди, которые являются рабочей силой или ресурсом мобилизационным, цепляются какой-то фигне там на Украине или в Украине, да, чего на русском говоришь или не на русском. Ну, короче, вот маразм крепчает, что называется. Итак, смотрим. Рабочая сила в Украине 2000, ну вот здесь видите, 2022 год, начиная с 2015 года, вот как все снижалось. Это под понятие рабочая сила попадают 14-летние и 70-летние люди. Почему 14 лет? Система профобразования еще, насколько я знаю, в Украине не разрушена, а там, в принципе, уже с 13 лет мальчики или там девочки начинают зарабатывать стаж. То есть они, ну, работают на производствах на каких-то, и им идет стаж. Ну и 70-летний мужчина или там женщина, который, так сказать, не курит, не пьет, не занимается всякой фигней, вполне может также зарабатывать какие-то деньги. Да? Поэтому взят такой возрастной, так сказать, отрезок времени с 14 до 70. И вот, друзья, смотрите, рабочая сила в 2022 году составила 16 600 человек. Это 16 600, при этом, помните, общее население было 41 миллион, там с чем-то там 300, по-моему, тысяч. Ну вот, давайте предположим, сейчас вот этой информации нет, естественно, но несложное уравнение можно посчитать. В процентном соотношении от 41 миллиона с половиной, там сколько эти 16 тысяч. Ну это где-то было, наверное, там, ну 40, наверное, да, процентов. Это людей, которые работали и приносили, так сказать, создавали добавочную стоимость в экономику Украины. Теперь у нас, как мы посчитали с вами, 28, ну, скорее это тоже где-то ну, 10 миллионов осталось этой рабочей силы. Так вот, из 10 миллионов людей, которые, в принципе, могут генерировать денежные какие-то потоки, зарабатывать деньги, всего лишь, сколько мы, 16 тысяч квартир было выдано за весь период войны. Ну, друзья, еще раз повторяюсь, это ни о чем. Поэтому, подводя итоги, хочу сказать, что все-таки эти три предположения о том, что ЕОСЭЛЯ, государственная программа, упыри, ТЦКшники и полицейские, они же полицаи, и, так сказать, гробовые деньги разогревают рынок недвижимости. Я считаю, что это неправда. Ну, напишите кто-то, можете тоже с цифрами мне там, ну, чтобы аргументировано было, да, может быть, я не прав, ошибаюсь. Поправлю себя тогда. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью в Украине, вам необходимо... забыл, друзья.
О прогнозах на первый квартал 2026 года. Я думаю, друзья, что все-таки, исходя из тех макроэкономических показателей, я показал вам всего лишь один показатель, и хотя количество населения, которое уменьшается как шагрень его кожи, это тоже макроэкономический показатель. Еще раз напоминаю, людской ресурс самое драгоценное, что есть у любого государства. Если мы этим государством правят адекватные люди. Если правят такие, которые мы видим сейчас в Украине, то что тут говорить. Так оно и получится. Будет выжженная земля, не людей, а все остальное кто-то другой заедет, будет пользоваться. Ну, это так, да. Первый квартал мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра, и, скорее всего, это будет порядка, может быть, минус 1%, потому что все-таки я предполагаю, что 2026 год будет самым непростым годом для экономики Украины, для фронта, для рынка недвижимости в том числе. Но время пройдет быстро, я могу ошибаться. Естественно, запишу видео в марте 2026 года, и в январе, и в феврале. И на эту тему еще раз будем возвращаться, ошибся я или не ошибся. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки и дизлайки ставить. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или как минимум картой путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.